Сейчас это две самые лучшие камеры в компактном формате для съемки на YouTube. Я посмотрел множество сравнений и так и не понял, какая камера все же лучше. Давайте проведем челлендж и четко по баллам определим победителя. Если делать выбор по дизайну, то в многих моментах побеждает Insta360 Luna, что шокирует, так как DJI делают эти камеры уже много лет. Когда камера выключена, мне больше нравится, как выглядит Luna. Она ощущается более компактной. Плюс у Луны линзы закрываются подвесом. А вот в Pocket 4P в сложенном состоянии линзы открыты. Еще у Луны сам подвес более компактный, моторы не так сильно выпирают. Здесь явно побеждает Luna. У камеры от Insta360 в самой дешевой комплектации идет защитный кейс. Он довольно удобный, но я им не пользовался. Если честно, вот Pocket камеры, они не совсем удобны, чтобы их просто положить в карман. Для того, чтобы перевозить такую камеру, лучше всего использовать небольшую сумку, куда положить все аксессуары и саму камеру. Самая крутая фича Insta360 Luna — это съемный экранчик с блоком управления. Можно удаленно управлять камерой, например, включить Active Track. Теперь камера следит за мной. Можно переключиться на 3x зум камеру, и камера продолжает следить. Но еще круче, здесь есть встроенный беспроводной микрофон, в который я сейчас говорю. Насколько хорошо меня слышно, напишите в комментариях. Как я буду это использовать? Самое крутое, поставили камеру на штатив, и удаленно можно управлять подвесом камеры, устанавливать нужный тебе угол, видеть то, что ты снимаешь. Еще можно переключить на зум камеру и дополнительно записывать звук. Это, мне кажется, супер удобно. Снимать какие-то проходки, проезды на машине, снимать себя со стороны, прям класс. Да, также можно подключить к камере телефон и тоже удаленно управлять камерой. Но это не настолько удобно, потому что камера к телефону подключается довольно долго. Что касается качества видео, я специально снимал практически все видео в автонастройках, чтобы понимать, насколько хорошо камера адаптируется к различным условиям освещения. Здесь я был уверен, что DJI победит, но все пошло по очень странному сценарию. Часть кадров, которые я снимал на DJI с профилем D-Log, оказались вообще пересвечены. Я посмотрел на разных форумах, и такая история не только у меня. Но у DJI есть преимущество — плоский профиль D-Log 2, на который я сейчас снимаю, и с этим профилем камера получает высший динамический диапазон. Правда, здесь есть и проблема. Нельзя просто включить D-Log 2 и снимать на все камеры. Если переключиться на 3x камеру, появится ошибка. Да, D-Log 2 работает только для 1x камеры, что супер неудобно. Поэтому я использовал обычный D-Log профиль, для которого нет ограничений в зум камерах. Все выглядит, конечно, неплохо вроде, но если подойти поближе, здесь море мусора. Я бы сказал, океан мусора. То есть здесь два океана. Красивый и не очень. В Luna есть тоже плоский профиль, который называется iLog. Он работает довольно стабильно и без ограничений. Еще Luna умеет снимать в 8К, но это больше маркетинг, поэтому всю съемку я вел в 4К. Если начать тянуть цвета и попытаться выжать из исходников максимум, то DJI здесь скорее победит. Поэтому здесь балл уходит DJI. По поводу беспроводных микрофонов. Insta360 выпустили свой новый Pro микрофон, и в комплекте Creator он идет в комплекте. Из интересного, на передней панели есть экранчик, куда можно вывести любое изображение. Сейчас я вывел свою фотку. Прикольно, что сам экранчик выглядит не как экран, а как будто это стикер, то есть как будто распечатанное изображение. Но больше всего меня удивило в этом микрофоне, что его можно установить как накамерный микрофон, и он удаленно будет записывать качественный звук. Хочу это попробовать, но в будущих видео. В то же время беспроводными микрофонами DJI я пользуюсь довольно давно. Это проверенное качество, и плюс это совместимость с другими моими камерами DJI.
Но Луна вырывается немного вперед, так как у нее есть встроенный беспроводной микрофон в блоке управления. Тест звука, когда я говорю прямо в камеру. Тест звука, когда я говорю прямо в камеру. Сейчас мы записываем звук в беспроводной микрофон от Insta360. Теперь мы записываем звук в микрофон DJI Mic Pro 2. Ну что, у меня здесь два микрофона. Insta360, DJI. Проверим, на какой микрофон звук лучше. Сейчас я разговариваю в камеру DJI, а теперь мы говорим в камеру Insta360. Есть ли какая-то разница? Здесь довольно сильный ветер, есть стройка. Лучшие условия для теста микрофона. Пойду вот туда на клифф. Сейчас включен Active Track. Я установил камеру на трипод. Чтобы попасть на этот клифф, нужно перепрыгнуть через ущелье. Да, стрёмная здесь тема. Так. Все, я на месте. Близко к клиффу не подхожу. Все максимально безопасно. Вау. Невероятная сила океана. Здесь она по-особенному чувствуется. Этот клифф мало кто знает, поэтому здесь нет людей. Есть клиффы Улувату, там полно людей. Ну как, камера тречит меня, вроде все хорошо. Все отлично работает. Сейчас я еще поставлю 3X камеру. Да, круто, что в обоих камерах работает трекинг даже на 3X камеру. Опять перепрыгиваем через ущелье. И все, мы на клиффе. Обидно, один из самых красивых клиффов в районе Бингена застраивается. Здесь сейчас стройка. Когда я был здесь года 2 назад, здесь был пустырь. И отличное место было. Теперь это все стройка. Обидно, если этот клифф застроят и будет доступ только у гостей отеля. Но вообще место не супер безопасное, поэтому я не думаю, что отель позволит сюда людям ходить. На какой микрофон меня лучше слышно, напишите в комментариях. Мне интересно. Да, здесь довольно стрёмно. Теперь мы тестируем звук на беспроводной модуль от Insta360. Я записываю звук в него. Интересно, задувает ли в него ветер, потому что здесь я не вижу никакой защиты от ветра. Тестируем микрофон. Насколько меня хорошо слышно в ветреную погоду. И насколько сравним звук с микрофоном DJI беспроводным. Система ND-фильтров отличается. В Luna мы просто магнитим фильтры, а в DJI система похожа на то, как сделано в дронах. Нужно немного прокручивать фильтр, и тогда он снимается. Luna здесь скорее побеждает из-за скорости смены фильтров. В DJI есть специальный разъем для установки света на подвес, что довольно удобно для съемки при низком освещении. В Insta360 есть похожий аксессуар, но он мне показался не таким удобным. Я не думаю, что эта фича заслуживает отдельный балл. Я скорее не буду пользоваться этим светом, и это больше похоже на маркетинг. Еще одна новая фича от Insta360, до которой почему-то не додумались DJI, это встроенный трипод. Да, вот такой мини-трипод можно открыть и быстро поставить камеру, например, на стол. Это показывает, насколько ребята с Insta360 заморочились по каждой детали. Почему я так сильно люблю Бали? Это океан. Здесь огромные волны, которые разбиваются в эти клиффы. Чувствуется сила природы. Невероятные здесь места. И океан здесь просто фантастика. Особенно на закате солнца. Стать где-то на клиффе и наблюдать, как солнце, солнечный диск красный заходит за горизонт. Вот именно магия закатов больше всего чувствуется на Бали. Да. Это главное шоу дня, за которым все приезжают. Нигде я такого не ощущал, как здесь. Недавно я отдал один свой ролик монтажеру и понял, что ему сложно находить правильную музыку под монтаж. Поэтому для начинающих креаторов хочу поделиться опытом, как я ищу музыку. Первое. Всю музыку я беру с сайта Epidemic Sound. И здесь важный момент. Это лицензия без ограничений. Что значит, я могу публиковать видео где угодно. И не переживать, что мне прилетит копирайт или страйк. Полное спокойствие в этом плане. Второе. Я не использую музыку со словами. В моих видео много закадрового текста. Если
мой голос будет пересекаться с чужими словами в музыке, зрителю будет сложно это воспринимать. Третье. Я ищу музыку по настроению. Например, если в кадре экшен, беру настроение scary. Если это эпичные пролеты на дроне, epic. Для закадрового голоса хорошо подходит lightback. Также в Epidemic Sound есть различные AI инструменты. Чаще я использую Adapt. Он автоматически подтягивает длину трека под нужный тайминг сцены. Музыку при этом все равно создают реальные музыканты. Так что вы не только получаете отличные треки, но и напрямую поддерживаете их. Если тоже хотите попробовать Epidemic Sound, переходите по ссылке в описании. Также в описании будет промокод, по которому вы получаете 50% скидки на 2 первых месяца. Промокод будет действовать до 30 сентября, не пропустите. Сейчас я снимаю немного против света. Интересно, насколько хорошо отрабатывают камеры. 3х зум на фоне океана, на клифе. Конечно, стрёмно здесь ходить, особенно поворачиваться спиной к клифу. Вот так. С этого клифа видно пляж Dreamland, и там очень много людей. Сейчас я вам покажу. Теперь я выключил все микрофоны внешние, беспроводные, и мы записываем звук в камеру, напрямую в камеру. Смотрим, насколько хороши микрофоны внутри камеры. Здесь дует сильный ветер, и по идее в микрофон должен задувать этот ветер. Насколько хороший звук, когда мы записываем его напрямую в камеры, напишите в комментариях. Если вы планируете снимать YouTube ролики, покупайте камеру. Это намного лучше вложение, чем вложение, например, в экшн-камеру для съемки YouTube. Вы знаете, я вообще боюсь высоты, да. Но когда я начал летать на дронах, я перестал ее бояться. Я скорее боюсь не равновесия и не контроля на высоте. То есть, если я не контролирую ситуацию, тогда мне очень страшно. Здесь, в принципе, ситуация контролирует. Вот если бы сзади стоял кто-то, мне бы было не так комфортно. В плане микрофонов и записи звука обе камеры хороши. У DJI одна из главных маркетинговых фич — это то, что Pocket 4P умеет снимать в 4К с замедлением в 8 раз за счет съемки 200 кадров в секунду, что очень круто. Luna, в свою очередь, тоже может снимать 240 кадров в секунду, но только в 1080p. При этом у DJI это отдельный режим замедленной съемки, где мы сразу получаем исходники в замедлении. Еще здесь съемка идет в обычном цветовом профиле. Плоский профиль включить нельзя. У Luna замедленная съемка — это просто часть обычного режима, где вы можете изменить количество кадров в секунду, и цветовой профиль при этом никак не сбивается. То есть можно снимать в iLog, это, конечно, удобно. Но если взять сам факт 240 кадров в секунду, замедление в 8 раз, конечно же Pocket 4P здесь выигрывает, поэтому балл уходит DJI. Теперь давайте посмотрим, как работает зум. На 1х максимальное качество. На 2х камера оставляет только центральную часть сенсора. Так мы получаем 2х зум с минимальной потерей качества. На 3х устройство переключается на вторую камеру. Здесь опять максимальное качество. На 6х снова кроп сенсора, но уже второй камеры. 12х уже цифровой зум. И здесь качество заметно хуже. Качество зума на обеих камерах приблизительно одинаковое. Я не заметил особой разницы. А вот что касается управления, в Luna зумом управлять гораздо проще. Здесь есть отдельный слайдер, который позволяет плавно и точно менять зум в любой момент. В Pocket 4P зум переключается кнопкой по фиксированным шагам. Работает, но не так стабильно и удобно, как в Luna. Из-за удобства балл уходит камере от Insta360. X, 2х, 3х, 6х, 12х. Вау! Одна из главных фич Pocket камер — это режим слежения. Сейчас я его включил, камеры следят за мной. Давайте пройдем честный тест этого режима. Вот камера следит за моим лицом, а теперь мы его перекрываем другим персонажем. И снова появляемся в кадре. И да, камеры определили меня снова. Снова перекрываем.
Ку-ку. Тео. Классно, да? Но, кстати, DJI почему-то сбилась немного по углу обзора. Нужно поправить. Вот так вот. Да? Все равно не по центру. Теперь по центру. Классно? Как тебе режим слежения? Нравится? Да. Из крутого здесь можно выбирать для трекинга не только людей, но и какие-то объекты. Чтобы делать плавные проводки, снимать, например, машину, либо какое-то здание, делать гиперлапсы с проходками. Это круто. Есть ограничение по углу оборота камеры. Вот если пойти влево, все, это максимальный угол оборота. Но можно пойти в другую сторону, и тогда камера развернется. Trix камера, тестируем Active Track. Да, классно, что можно включить Active Track и на Zoom 3X камеру. Я 2 раза перекрыл человек. Ну, работает отлично. И я хочу сказать, что в обоих камерах Active Track справляется почти идеально. В DJI плавность поворотов камеры реализована лучше, но сам трекинг, кажется, лучше работает в Insta360. Здесь баллы получают обе камеры. Встроенная память. В Pocket 4P 128 гигабайт, в Luna меньше 48 гигабайт. Также скорость передачи файлов через Type-C в DJI супер быстрая. В Luna эта скорость в 2 раза ниже. Тест съемки ночью, выключил свет, теперь у нас свет только с экрана монитора. Ручные настройки камеры. Теперь в камерах автонастройки, автоэкспозиция. Теперь у нас свет только от экрана ноутбука, автонастройки. Теперь у нас один источник света — это телефон, 50% яркости на айфоне. Режим ночной съемки с включенным айфоном, 50% яркости на экране. На обоих камерах режим ночной съемки, и сейчас в комнате полная темнота, я вообще ничего не вижу. Еще я провел тест на время работы. При записи видео 4К 30 кадров в секунду. Luna проработала 2 часа 15 минут и выключилась из-за полного разряда аккумулятора. В свою очередь камера от DJI проработала на 27 минут дольше. 2 часа 42 минуты и тоже выключилась из-за полного разряда аккумулятора. Поэтому балл уходит Pocket 4P. Это смешно, но у нас ничья, и я никак не подстраивал эту цифру. Кстати, в камерах стоят последние прошивки, и если вы смотрели старые обзоры, то это уже не актуально, так как новая прошивка для Insta360 сильно улучшила качество. При монтаже этого видео я повторно пересмотрел все футажи более детально и сильно удивился. Вот что я увидел. Первое. Трекинг, на мой взгляд, лучше работает в Insta360. Вот хороший пример. В Insta360 меня полностью видно. А DJI обрезала мне ноги, хотя обе камеры следят за моим лицом. Таких моментов в этом видео было довольно много. Еще я снимал паддл и включил слежение через сетку на 3X. И Luna почти ни разу не потеряла человека из виду. А вот DJI сбивалась довольно часто. Второе. На мой взгляд, автоэкспозиция в Insta360 работает лучше. В DJI я был часто пересвечен. Вот если взять эти кадры, мое лицо здесь явно пересвечено, хотя в Insta360 все хорошо. И таких моментов было много. И третье. Зум. Если взять закатный кадр приблизительно 12х, здесь видно, что у DJI гораздо больше шума, хотя качество очень схоже. А здесь странный момент с фокусом. На 6х Luna держит океан и солнце в фокусе, а вот в DJI я не понимаю, куда пропал фокус. Результат очень интересный. Я хотел, чтобы победила DJI, так как у меня куча камер DJI, и мне удобно быть в одной экосистеме. Подскажите, что делать, какую камеру лучше оставить, напишите в комментариях. Пока мы ехали, человек вырубился. Впервые едет на байке и уснул. Он буквально недавно был в 2, а то и в 3 раза меньше. Вам не передать, как это удивительно делать новых людей. Вау, и 12х камера. Вы только что видели, как серфер просто сквозь волны проскочил.